Всем привет! Сегодня свяжем простой и красивый цветок – розочку. Сразу, пока не забыла, прошу подписаться и поставить лайк этому видео. Спасибо! Для начала сделаем узелок. Перекрещиваем нить, вставляем крючок в колечко и протягиваем ниточку через кольцо. Затягиваем. Теперь 55 воздушных петель. Первая петелька, вторая. Чтобы сделать воздушную петлю, нужно крючком забрать нить и провести в петельку на крючке. Так делаем 55 петель. Получится 18 лепестков у розы. Теперь отсчитываем от основания крючка 4 петли. Первая, вторая, третья и четвертая. В четвертую петлю делаем 1 столбик с накидом. Накид, вставляем крючок в петлю, забираем нить, забираем еще нить и проводим через 2 петли на крючке. И еще раз забираем нить и проводим через 2 петли на крючке. Получился столбик с одним накидом. Теперь делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И туда же делаем еще один столбик с одним накидом. Накид. Вставляем крючок в ту же петельку, что и раньше. Забираем нить. На крючке 3 петли. Проводим нить через 2 петельки и еще через 2. Далее то же самое будем делать в каждую третью петлю. Делаем накид, отсчитываем третью петлю, первая, вторая, и вон в третью петлю вставляем крючок, забираем нить, смотрим, чтобы на крючке было 3 петли, проводим новую нить через 2 петельки и еще через 2. Теперь 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И туда же еще один столбик с накидом. И далее повторяем до самого конца. В каждую третью петлю делаем 1 столбик с накидом, 4 воздушные петли и еще 1 столбик с накидом. Первая, вторая, вон третья петелька. Еще один фрагмент узора повторю, а дальше уже сами. И теперь снова отсчитываем третью петлю и вяжем дальше узор. Получатся вот такие основания для будущих лепестков. В самом конце делаем 1 воздушную петлю и переворачиваем вязание. Теперь сделаем в эту арку 10 столбиков с накидом. Первый столбик. Немножко подтягиваем его к краю, чтобы все 10 поместились.
Второй столбик с накидом. Третий. Четвертый столбик с накидом. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. И 10 столбик. Теперь делаем одну воздушную петлю и один столбик без накида. То есть просто вставляем крючок, забираем нить, на крючке 2 петельки и проводим нить через 2 петельки. Все, первый лепесток готов. Остальные лепестки немного отличаются. В начале лепестка делаем столбик без накида, одну воздушную петлю, 10 столбиков с накидом, одну воздушную петлю и один столбик без накида туда же. И остальные все лепестки по аналогии делаем. Снова столбик без накида, одна воздушная петля, 10 столбиков с накидом, в конце одна воздушная петля и столбик без накида. Здесь я заканчиваю лепестки делать, делаю одну воздушную петлю, столбик без накида, получилась цепочка вот таких красивых лепестков. В конце мы делаем еще одну воздушную петлю, вытягиваем нить подлиннее, отрезаем и самый кончик нити, вот этой длинной, вставляем в иголку. Так будет удобнее сшивать цветок. Думаю, можно попробовать и крючком, но удобнее все-таки иголкой. Теперь возвращаемся к другому краю вязания, начальному, и прячем тот начальный короткий отрезок нити, прячем крючком тем же и в любой последовательности, как вам удобно. После того, как спрятали нить, начинаем самое интересное. Составляем нашу розу. Аккуратненько, лепесток к лепестку, закручиваем ее, следя, чтобы результат был красивым. Возможно, получится не с первого раза, у меня где-то с третьего получилось. Вот так вот аккуратно закручиваем, придерживая основание снизу и сбоку. Когда результат вам понравится, можно приступать к сшиванию розы. Переворачиваем работу. И продеваем иголку сквозь все основания лепестков.
Так провязываем цветок 3-5 раз. Главное, смотрим, чтобы по результату он прочно держался. Когда цветок будет крепким и красивым, можно приступать к закреплению нити. Я просто делаю несколько узелков. Вставляю иголку в петельку и затягиваю, и так несколько раз. И кончик нити прячу в глубине вязания. Прекрасная роза готова. Теперь можно прикрепить к ней ленту. И теперь розу можно красиво повязать и на руку, и на шею, украсить сумку. Творческих успехов вам и до новых встреч!